Приветствую всех любителей ракетной тяги. В этом видео вы увидите изготовление ракет для моего реактивного самолета. Это будут модели ракет под модельные ракетные двигатели. Изготовление ракет стоит начать с заправки под двигатель. Выставил заднюю бабку, делал пару проточек здесь и подстукивал немножко ее туда-сюда, чтобы выставить по центрам, потому что заготовка длинная, нужно, чтобы не было никакой конусности, иначе оно потом просто не снимется. Ну, хотя в какую-то сторону снимется, но в общем все равно надо, чтобы ровненько было. Все-таки оправка, как-никак. Измеряем. Разница в полсотки. И еще нужно 2 сотки снять. Так, это добавить нужно пол деления. Получается, ну примерно. Все, друзья, оправочка под изготовление ракет готова. Можно формовать на нее стеклоткань. Намотал на оправку стеклоткань. В эти капсулы будут вставляться ракетные двигатели для наших ракет. Здесь уже идет нагрев прутка для того, чтобы обернуть ее стеклотканью, и получился корпус для ракеты. Потому что такую тоненькую, ну, что-то как это не солидно будет ставить на самолет. Одну трубу я уже изготовил, сейчас буду делать вторую. Вот она, красавица. Здесь 4 слоя стеклоткани тонкой 0,1 мм. Довольно-таки прочно, довольно-таки легенько все получается. Осталось сделать еще одну. Нагрев нужен для того, чтобы эпоксидка как можно быстрее схватилась и быстрее получился корпус для ракеты. Стеклоткань уже заготовлена. Вот она лежит. Осталось наматывать. Даже со старой партии чуть-чуть эпоксидочки есть. Намотал пленочку, ребят. Болванка очень горячая, тяжелая, массивная. Она сохраняет хорошо тепло. Стеклоткань застынет очень быстро. Как можем заметить, сразу моментально пропитывается. Рукам очень горячо, приходится терпеть. Зато все быстро и качественно получается. Так, ну все, ребят, готова труба. Руки помою сейчас, чтобы вам показать. Такая вот, ребята, технология. Кому когда-то захочется сделать трубу тонкостенную, либо толстостенную из стеклоткани, можете сделать точно таким же способом. Найти любую болванку и отформовать на ней трубу из стеклоткани. Чтобы было быстро, можно ее нагреть, эту самую болваночку. Получается, 3 трубы я изготовил примерно за 3 часа. Вот. Ну, что довольно-таки быстро, потому что обычная эпоксидка, ну, стынет, застывает сутки как минимум при нормальной температуре. Сейчас температура где-то 15 градусов. Сейчас вытащу оправку, разрежу на части, и нужно будет сделать шпангоуты. Сделал небольшую разметочку, можно немножечко начать от ризанто. Помимо этих ракет, также у меня возникла недавно идея сделать карбоновую ракету по максимуму облегченную и поставить туда камеру, чтобы максимально высоко запустить ее в небо. Возможно, даже двухступенчатую сделать или больше. В общем, напишите в комментах, друзья, что вы думаете по этому поводу. Интересна ли вам такая задумка? Режем дерево, чтобы сделать бабышки. Выбрал липу, потому что она и легкая, но в то же время попрочнее. Баль. Отрежу кусочек, чтобы обработать на токарном станке. Сделаю отверстие для вышибного заряда. Диаметр 11 мм. Теперь в это же отверстие можно подпереть центром, чтобы не вырвало. Дерево любит вырываться. И обработаем резечиком. Пошла токарная обработка дерева.
Сделаю сразу много колечек, ребят, потому что они потом пригодятся для других ракет. Двигатели я буду брать только такие, только большие. Поэтому у меня такой конвейер. Пробуем, как она сюда подходит. Да, конечно, вручную сложно так сделать. Вообще, плотненько. Качественно останется только клеем чуть-чуть обмазать и все. И можно вот так вот вставлять движок, пока он там не упрется. Нужно отцентровать вот этой втулкой. Да и все. И двигательная установка будет полностью готова. Шпангоуты под двигатель будут изготовлены из фанеры. Сделаю на токарном станке дальнейшую обработку. Просверлил отверстие и немножечко обточил, чтобы могло насаживаться. Используется авиационная фанера трехслойная, 1,5 миллиметровая. Ну вот так, а здесь нужно чем-то прижать. Вот так, ребят, все, теперь можно обтачивать. Обтачивать в размер. И все, колечки готовы, ребят. Снимаем. Смотрим, что получилось. Здесь уже по размеру стоит пыш. Двигатель засовывается так, чтобы его можно было потом схватить и вытащить. Вот, ну и шпангоутики вот так вот раз. И вот этот два. Вот такие две катушечки мы имеем. Вклеиваю на секундный клей. Так гораздо быстрее, нежели, допустим, возиться с эпоксидной смолой. Вот так мы намазали. И вот так мы сделали. Все, оно уже и высохло. Так, можно сразу запрограммировать, чтобы двигатель был где-то там. Например, внутри, вот так. Потому что здесь тоже нужно, друзья, делать центровку, нагружать нос. И чем дальше двигатель, тем меньше нужно будет это все нагружать. Потому что здесь еще стабилизаторы вес дают. В общем, все как всегда с этой центровочкой. Стабилизаторы также сделаю из авиационной фанеры, но это будет 1 миллиметровая фанера. Дабы экономить фанеру, распил буду делать следующим образом. То есть все будет безотходно. Получится сделать все 8 стабилизаторов на 2 ракеты где-то за пол листа этой фанерки. Распиливать буду любимой своей пилочкой. Подарок от Алексея. Очень уж она мне нравится, друзья. Гораздо лучше, чем лобзиком. Лобзик будет криво-косо пилить. Нужно очень сильно стараться, чтобы ровно. Зато пилочкой можно спокойненько отпилить. Но вот видите, под каким углом приходится это делать. Но ничего. Так, теперь вот так. Ножовочка просто пушечная. Потом я их как-нибудь еще украшу, улучшу, чтобы они покрасивее были. Но пока нужно сделать 8 таких заготовок. Все стабилизаторы изготовлены. Хочется теперь их очень точно приклеить. Для этого воспользуемся штангенрейсмусом, чтобы нанести разметку. Узнаю диаметр. Диаметр делим напополам. Зафиксировал струбцинкой, чтобы она вот так сильно не шаталась. Прижимаем и делаем вот что. Оп. Одна линия есть. Теперь с другой стороны. Именно для этого я струбцинкой и зафиксировал. Чтобы оно никак не прокрутилось. Так, одна есть. Дело в том, что вот эти линии теперь
строго параллельны всей оси ракеты. Что нам и нужно. Разметил с помощью угольника в торце. Здесь вся разметка, получается, просвечивается. Можно теперь крепить, выставлять одну из линий, ну а вторую точно так же с обратной стороны. И будем клеить стабилизаторы. Выключили свет, блин, ребята. Сейчас размечу, приклею, наверное, все и пойду домой. Главное, что разметку сделал вот здесь. Теперь вот здесь размечаю и будем приклеивать. Подбирается толщина, половина диаметра, выставляются дощечки вот так вот и приклеиваю, ребят. Это делается для того, чтобы они были в параллель. Ну а чтобы они вдоль оси были, мы следим по линии. Ну все, ребят, заклеил все-таки я стабилизаторы. Придется идти домой. Доделывать ракеты буду завтра. Решил все-таки домой не идти. Запустил генератор и будем продолжать делать ракеты. Сделаю обтекатели из бальзочки. Есть у меня такой брусочек. Кстати, руки уже говорят о том, что я задул ракеты беленьким цветом. Стоят, сохнут. Попробую отпилить пилочкой чудесной. Такую толщину не пилил. Интересно, как пойдет. И какой будет рез. Ну, идет отлично, ребят. Лучше, чем большой пилой. Вообще, просто фантастика. О, смотрим рез. Отлично вообще. Устанавливаем станочек, токарный станок ТВ4. И пошла токарная обработочка. Потихонечку дело близится к финалу. Заклеил, ребят, скотчем то, что не буду красить. Ракеты уже покрыты базовым белым цветом. Теперь сделаю их нарядными. Покрашу все остальное красным. Будут полосочки, будет очень красиво. Вот такая, ребят, красота, лепота. Будем покорять космос теперь. Прежде чем ставить вот эту ракету на самолет, надо бы ее испытать. Я уже полностью ее собрал, заправил туда парашют, даже подключил двигатель. Осталось, в принципе, нажать только кнопочку, и он сработает. Сейчас мы произведем эти нехитрые испытания. Держать буду в руках, другого варианта нету. На улице темно, снимать там никак. В общем, подключено уже все к самолету. Запальник подключен. Подключен через свич. Вот эта коробочка. Она позволяет стартануть этот двигатель от радиоаппаратуры. Подключил на 5-й канал. И сейчас мы попробуем. Подключено к приемнику. В общем-то, все заряжено. Стартуем! Так. Так, подожди, не нажимай. Все системы работают нормально. 3, 2, 1. Пуск. Так. Готово. Пуск. Так. Готово. Охренеть, вот это она выстрелила. Друзья, в общем, все сработало, парашют выскочил. Так. Короче, все работает нормально, просто я переживал, вот этот кок, он очень сюда туго вставляется. Фу, вот это. Тяга нормальная у ракеты, так на ощупь, все работает, можно ставить на самолет. Маловатый движок. Ну, не успеет. Дальнейшую судьбу этих ракет вы увидите позже. Ну а у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока.